Привет. В последнее время в этих ваших интернетах все чаще проскакивает и становится популярным мнение о том, что научно-популярные произведения или научпоп не нужен, и вообще танком надо ездить. По научпопу, который я презираю и дико ненавижу. Такие вот ненавистники научпопа рационализируют свою ненависть рядом типичных аргументов, собственно, которые я и хочу разобрать, так же, как и свой альбом по зоологии беспозвоночных. Я давно хотел сделать фон для своей рубрики Sketchbook, так что начнем. Первый тип аргумент заключается в том, что читатель или зритель научпопа воспринимает все, что сказал автор, на чистую веру и ничего не проверять. И вот по таким аргументам сразу видно, человек имеет представление о популяризации науки уровня Public Science ВКонтакте, то есть абсолютно не имеет, вообще никакого, и даже не стыдится этого. В любой научно-популярной книжке есть такой раздел, как библиография или список литературы. Будь то книги, посвященные когнитивным искажениям и критическому мышлению, или эволюционным идеям в свете новых открытий, или психиатрии и психопатологиям. В любой из этих книг есть ссылки на первоисточники. В этой, например, их количество перевалило за 5 сотен. Везде есть источники информации, а это научные статьи в рецензируемых изданиях, статистические отчеты профильных организаций, какие-то отдельные исследовательские работы. Каждая из этих публикаций несет в себе какую-то научную ценность. И у каждой из этих статей есть свой идентификационный номер, по которому вы сможете найти эту статью в том же Google Scholar, или, если она находится в платном доступе, получить ее бесплатно через Sky-Hub. Привет, научные пираты! Снимаю перед вами шляпу. Так что, мои дорогие ненавистники научпопа, список используемой литературы – это то, что является обязательным для любой научной статьи. И это то, что обязательно для хорошего научпопа. Что-то не устраивает, можете читать первоисточники. Разумеется, сам факт наличия научных статей в списке литературы не сделает книгу научной. Такое свободное изложение исследований, которые проводил не сам автор, а чужих исследований, малое количество терминов, не характерное для научной литературы, а также свободная система рецензирования, при которой все-таки сам автор в конце решает, что включить в книгу, а что нет, как раз и делают книгу научно-популярной. Наука превращается в шоу, потому что так намного понятнее и интереснее. И что в этом плохого? По-моему, это, напротив, прекрасно. В современном мире, при его крайне узкоспециализированных областях, у вас вряд ли получится стать за всю свою жизнь специалистом хотя бы в 2-3 областях, вроде как даже смежных знаний, поскольку современные объемы информации попросту не позволят вам это сделать. Ну, конечно, если вы не хотите учиться всю свою жизнь. С этим ничего не поделать. По мере усложнения научного знания оно становится все более узкоспециализированным. Давайте я проиллюстрирую. У меня в руках классический университетский учебник по зоологии беспозвоночных. Собственно, по нему я и учил зоологию беспозвоночных. Вот выдержка из этой книги. Речь пойдет о строении сложных фасетированных глаз у насекомых. Глаза состоят из отдельных оматидиев, количество которых определяется главным образом биологическими особенностями насекомых. Активные хищники и хорошие летуны-стрекозы обладают глазами, насчитывающими до 28 тысяч фасеток в каждом. В то же время муравьи, отряд перепончатокрылые, особенно рабочие особи видов, обитающих под землей, имеют глаза, состоящие из 8-9 оматидиев. Каждый оматидий представляет совершенную фотооптическую сенсилу. В его состав входит оптический аппарат, включающий роговицу, прозрачный участок кутикулы под оматидием и так называемый хрустальный конус. В совокупности они выполняют роль линзы. Воспринимающий аппарат оматидия представлен несколькими рецепторными клетками. Специализация их зашла очень далеко, о чем говорит полная утрата ими жгутиковых структур. Собственно, чувствительные части клеток, рhabdomеры, представляют скопление плотно упакованных микроворсинок, расположенных в центре оматидия и тесно прилегающих друг к другу. В совокупности они образуют светочувствительный элемент глаза, рhabdom, ну и так далее. Воу, вы еще смотрите это видео?
Поздравляю, у вас, наверное, 20% осталось. А вот книга по этологии, научно-популярная. Этология – это поведение животных, и книга достаточно старая. Автор известный Тинберген, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины, если я не ошибаюсь. И тема, в общем-то, та же. Выдержка посвящена фасеточным глазам у насекомых. Так называемый сложный или фасеточный глаз насекомых состоит из множества крошечных элементов, каждый из которых может быть назван глазом, так как у него есть своя линза и свои светочувствительные клетки, связанные с мозгом. Число таких маленьких глаз варьирует от 12 у некоторых пещерных насекомых до 28 тысяч у стрекозы. Благодаря своей конической форме они смотрят в слегка различающихся направлениях, и таким образом каждый захватывает несколько отличных от других участков общей картины. При этом в этой книге приведены различные иллюстрации, показывающие особенности в строении глаз представителей различных типов животных. И это классно, это реально классно, это красочно, это смотрите куда интереснее, чем иллюстрации в Доггиле, которые представляют из себя исключительно схемы. А вы почувствовали разницу? Для абсолютного большинства людей, что я спрашивал, неподготовленных людей, эта разница очевидна. Понимаете, если ваша специальность не связана с зоологией, то вам, в принципе, незачем знать кучу каких-то терминов, латыни, особенностей строения, которые весьма специфичны для представителей разных даже отделов этих животных. Вам просто это не надо. Более того, в случае Доггиля для вас без приложения колоссального количества усилий и колоссального времени по восприятию информации описания в Доггиле будут очень непонятными, и мало что оттуда вынесете, вы мало что запомните, просто потому что вы не сможете создать модель того, что там описывается у себя в голове. А именно в этом, на мой взгляд, и состоит суть обучения – создавать модели окружающей действительности у себя в голове. И в этом случае ваш выбор – научпоп. А люди, которые жалуются на то, что информация излагается в более доступной для большинства форме, они просто снобы по своей природе. Делать из научного знания что-то элитарное и недоступное, ну, по мне так это в высшей степени снобизм. Наука должна быть доступной. Знаете, почему сейчас в обществе такая ужасная научная неграмотность? И почему всякие фрики в борьбе за разум обывателей одерживают верх? Да потому что они несут чушь с умным видом и в халатиках, несут чушь простым языком, не сухим и не строгим. И это еще одна важная функция научпопа – донесение до обывателей наиболее доказанных позиций, которые ближе всего к истине. Ведь все дело в том, что ученый при написании статьи и дальнейшей публикации не может себе позволить делать категоричные выводы. И в целом для ученых не существует таких критериев, как стопроцентные доказательства. Они есть только там в религии какой-нибудь. Ученые сдержаны. В этом вся проблема. Для иллюстрации этой проблемы я хочу зачитать вам доклад, 400-страничный доклад, посвященный проблемам безопасности ГМ-культур. Я не буду читать все 400 страниц, не бойтесь. Не найдено никаких признаков негативного влияния продуктов из ГМ-культур на здоровье человека. Употребление продуктов из ГМ-культур никак не коррелирует с заболеваниями раком, ожирением, диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек, аутизмом и аллергиями. Не установлено долговременного повышения заболеваемости после массового распространения продуктов питания из ГМ-культур в США и Канаде в 90-е годы. Более того, обнаружены определенные свидетельства положительного влияния ГМО на здоровье людей из-за сокращения количества инсектицидных отравлений и повышения уровня витаминов у населения развивающихся стран. Прошу заметить, это одно из самых масштабных исследований за последнее время. 900 работ за последние 30 лет. Это впечатляет. Но помимо научных работ есть также научные фрики. Вот, например, Ирина Ермакова, женщина, которая со своими женщинами, гермафродитами-амазонками, которые заселяли Землю, у нее такие интересные гипотезы. Ну, она считает, что это теории, но не будем отвлекаться. Ну, это именно были женщины-гермафродиты, потому что они могли давать потомство. Женщина, которая могла родить, там выбирала себе партнершу, да, то она выбирала именно вот эту женщину-амазонку, потому что, во-первых, та не рожала своих детей,
Она ее защищала, она ее кормила, и она ей помогала воспитывать ее детей. Ирина Ермакова без каких-либо на то доказательств или обоснований просто берет и говорит, что ГМО по определению не могут быть безопасными. И народ ей верит. Верит, потому что это просто воспринять. Не надо искать какие-то исследования, каких-то колдунов, ученых. А вот вам на блюдечке: ГМО – это смерть. И люди это принимают просто на веру. И тут на сцене появляется популяризация науки. Все дело в том, что научный журналист, в отличие от ученого, может позволить себе сделать какое-либо категоричное заявление. И это будет смотреться, в общем, адекватно. По крайней мере, у журналиста будут на это основания и доказательства. И да, утритесь, ГМО-фобы, ГМО абсолютно безопасно. Кроме того, научпоп будет работать в тех случаях, когда люди вроде как даже хотят очень углубленно изучать какой-либо предмет или объект, но не имеют на это средств, потому что все-таки университетские учебники рассчитаны на программы, включающие в себя лабораторные работы и различные препараты, которые требуются на этих самых лабораторных работах. Препараты и дорогостоящее оборудование, а это, увы и ах, доступно далеко не всем. Все, что вы сейчас читаете по научпопу, к примеру, о черных дырах, будет не актуально или полностью, или на часть уже через год или через 2. Да, не знаю, из какой страны эльфов вылез этот чувак, но просто чтобы показать, что он не прав касательно устаревания научного знания, я прочитаю кусочек из предисловия Догеля. Впервые этот учебник увидел свет в 1934 году. С тех пор зоология как наука прошла большой путь. Накопилось не только множество новых фактов, но и изменились некоторые концепции, касающиеся филогении и построения системы общих закономерностей эволюции. Естественно, что каждое новое издание учебника, сохраняя общую методологическую и методическую направленность, должно отражать современный этап развития науки. У меня книга 8-го издания, 2014 год. Я сравнивал ее с книгой издания 82-го года. И отличий, угадайте сколько? 0! Zero! Даже нумерация рисунков там сохранена. Безусловно, происходит открытие новых структур, как, например, аксохорда у предков билатеральных животных, или переработка уже имеющихся научных данных. Каждый год составляются новые филогенетические деревья. Но такие вещи, как морфология, физиология и анатомия, остаются неизменными в течение достаточного времени, уж точно побольше какого-нибудь года или 2. Вообще, устоявшиеся научные знания – это как пласт знаний, что у вас есть. И приобретение новых знаний, внесение каких-то дополнений – это расширение этого пласта, а не его замена. Какой смысл в таком случае читать научпоп, если все равно человек не занимается наукой? Да, собственно, никакого. Если ты хочешь оставаться в неведении касательно мира вокруг тебя, то можешь и дальше пребывать в какой-то стране эльфов, пока все остальное прогрессивное человечество все больше и больше постигает мир вокруг себя и получает новые знания об этом мире. Как у Крылова в басне про свинью под дубом. Прекрасно иллюстрирует отношение к научпопу таких вот кадров. Прочитать художественное произведение, которое принесет намного больше пользы, ну или, по крайней мере, будет точно такой же бесполезной информации, но при этом написанный писателем, человеком, который умеет писать. Безусловно, художественная литература написана проще. Она не требует от вас каких-то предварительных знаний и осмысления прочитанного для получения каких-то новых сведений об окружающем вас мире. Чтение даже научпопа требует от вас больших сознательных усилий. И, по-моему, это прекрасный повод в том, чтобы потренировать себя. Вообще, любое познание требует от вас определенных усилий, по крайней мере на начальных этапах, чтобы вы заинтересовались. И закончить эту тему я бы хотел цитатой одного известного ученого и прекрасного популяризатора науки. «Не объяснять достижения науки кажется мне противоестественным. Влюбившись, человек хочет прокричать об этом на весь свет». Карл Саган, «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». О, ребята, очень жаркая погода, мне невыносимо, я потею. Хоть ты под вентилятором стой во время видео, но это смотрелось бы странно, ведь это не реклама шампуня, правда? Я хотел сказать, что на основном канале перевалило за 50 тысяч подписчиков, и это очень круто, и это хороший повод для того, чтобы ответить на ваши вопросы во второй раз.
Если вы хотите оставить свой вопрос, то оставляйте его под видео с ответами на вопросы номер 1. Ссылка на него будет где-нибудь здесь или в описании под видео на YouTube. А вопросы я буду выбирать по принципу наиболее высоких в рейтинге, то есть с наибольшим количеством пальцев вверх. Полистайте ленту, может кто-то оставлял уже вопрос, похожий на ваш, или буквально копия с вашего, и просто отметьте его пальцем вверх. Так будет меньше чего листать. И мне дико неудобно, что мне пишет ВКонтакте огромное количество людей, у меня 5 сотен непрочитанных сообщений, и вряд ли я их буду читать, потому что уже поздно. Сорян, если кому-то что-то не ответил, но если вы хотите задать свой вопрос, вот у вас есть шанс. Пока! Я не знаю, этот дождь, он меня убивает. Мне аппетитно снимать. Вот такая вот прекрасная погода. Ну, конечно, если вы не хотите учиться всю свою жизнь. Не надо брать с меня пример, это не самый лучший пример. Сяшки. Вентилятор. Так,